Дорогие друзья, приглашаю вас связать потрясающий проект. Крючок я использую 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Более подробная информация под видео о бусинках, о пряже. Вы можете использовать буквально любую пряжу. Присоединяйтесь, будет очень интересно и в то же время просто. Начинаем выполнение нашей тесьмы с 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Далее смотрите очень внимательно. Я выполняю 3 петли еще подъема. 1, 2, 3 и 1 петлю арочки. То есть всего я выполнила 7 воздушных петелечек. Далее я беру бусинку, одеваю на крючок, ввожу крючок в первую петлю и выполняю столбик без накида с моей бусинкой. Вот таким образом. Далее мы продолжаем с вами работу. Выполняем 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. 1 воздушную петлю арки и работу разворачиваем. И теперь смотрите, опять же будем ввязывать нашу бусинку. Смотрите, я ввожу крючок, одеваю бусинку на крючок, и теперь смотрите очень внимательно. Вот моя бусинка, нить у меня перед работой, и я ввожу крючок, вот первая петля, в петлю подъема, и вот таким образом, то есть я захватываю нить и выполняю обратный столбик без накида с бусинкой. Вот вытянули ниточку и теперь протянули через бусинку. Очень аккуратненько, не спеша. Вот таким образом. Мы выполняем с вами обратный столбик без накида с бусинкой. Видите? То есть наша бусинка получилась на лицевой стороне. Далее, очень внимательно, я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Ввожу крючок в эту же петлю и выполняю соединительную. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашей ленты. Далее я выполняю 2 воздушные петли. Далее пропускаю 2 воздушные петли, в третью петлю ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю и теперь выполняю 3 воздушные петли и ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Вот таким образом. Далее под арочку я буду провязывать 8 столбиков с накидом, с пико. Как мы это будем делать? Давайте посмотрим. Под арочку ввожу крючок. Мы уже с вами на лицевой стороне нашей тесьмы. И я выполняю первый столбик с накидом и пико из 3 воздушных. 3 воздушные, и я ввожу крючок. Вот смотрите, вот таким образом захватываю. Пико готово. Напоминаю, таких столбиков должно быть 8. Первый столбик готов, второй и пико. Третий столбик и пико. Четвертый столбик
и пико. Пятый столбик и пико. Шестой столбик и пико. Седьмой столбик и пико. И еще один восьмой столбик и пико. Выполнили. Давайте посмотрим. Вот такая нежность и красота у нас с вами получается. Мы продолжаем выполнять нашу тесьму. Я выполняю накид на крючок, ввожу крючок в вершинку моего столбика, который у меня провязан с бусинкой, выполняю столбик с накидом. Далее воздушная. И я опять же беру бусинку, одеваю на крючок, пропускаю воздушную, в следующую воздушную ввожу крючок, выполняю столбик без накида с бусинкой. Вот таким образом. Далее у меня будет арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок в ту же петлю, куда провязывала только что. Столбик без накида с бусинкой, выполняю соединительную. Далее 2 воздушные. Зацепилась петелечка, сейчас мы ее подтянем с вами. Выполняем 2 воздушные, 1, 2. И теперь смотрите, я ввожу крючок вот в столбик, провязанный с бусинкой, только вот таким образом захватываю 2 нити, как будто я пико провязываю, и выполняю столбик без накида. Далее я выполняю 3 воздушные, работу разворачиваю и помните, как и ранее, ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. Далее под мою арочку я буду провязывать 8 столбиков с накидом, с пико. Мы с вами это выполняли ранее. Я выполню первый столбик с пико. И далее еще 7 столбиков вы выполните самостоятельно. Мы с вами выполнили 8 столбиков с одним накидом с пико. И далее продолжаем накид. Я ввожу крючок в вершинку столбика, который провязан с бусинкой, выполняю столбик с накидом. Далее 1 воздушная. И в вершинку моего столбика с накидом я буду провязывать. Мы с вами, видно, да, хорошо находимся на изнаночной стороне, поэтому будем провязывать обратный столбик без накида с бусинкой. Нить у меня перед работой, бусинку одеваю на крючок, ввожу крючок, смотрите, вот таким образом в вершинку, захватываю нить рабочую. Здесь не спешите, аккуратненько. Я вытягиваю нить и протягиваю ее через бусинку. Поправляю аккуратненько и выполняю столбик без накида. Напоминаю, обратный столбик без накида. Остановимся, посмотрим, что у нас получается. Видите, вот такая красота. Очень нежный, красивый шнур или тесьма.
И мы продолжим. Мы с вами продолжаем работу, находимся на изнаночной стороне. И теперь начинаем выполнение нашего вот сегментика как бы заново. То есть что мы делаем? Опять у нас 1, 2, 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля арки. Работу я разворачиваю, одеваю бусину на крючок. Ввожу крючок в вершинку столбика с накидом и выполняю столбик без накида с бусиной. Вот таким образом. Далее я продолжаю работу. Опять выполняю 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваю, одеваю бусину на крючок и выполняю, на изнаночной стороне находимся, пропускаю воздушную и в следующую воздушную ввожу крючок, захватываю нить и выполняю обратный столбик без накида с бусиной. Не спешите, здесь просто нужно быть аккуратненьким. Вытянули ниточку, протянули через бусинку, придерживаем и провязываем столбик без накида. Давайте, вот смотрите, нить расслоилась, мы обязательно с вами поправляем и провязываем. Напоминаю, все поправляем аккуратненько, находимся на изнаночной стороне. И теперь начинаем выполнение. Что мы делаем? Мы с вами выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок, помним, да, вот в эту же петлю, выполняю соединительную. Далее у меня 2 воздушные, и я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Захватываю, как при пико, 2 нити захватываю и провязываю столбик без накида. Далее у меня 1, 2, 3 воздушные. Работу я разворачиваю, ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. И далее под арочку я провязываю 8 столбиков с одним накидом. Первый столбик я провязала с пико. Далее столбики, еще 7 штучек, вы провязываете самостоятельно. Мы находимся с вами на лицевой стороне. Я выполнила 8 столбиков с пико, столбики с накидом. Продолжаем нашу работу. Я выполняю накид на крючок, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю столбик с накидом, воздушная, и далее одеваю бусинку на крючок и выполняю столбик без накида. При этом помним, да, пропускаю воздушную, столбик без накида с нашей бусинкой. Выполнили. И далее опять же будем выполнять вот такие арочки и наши столбики. То есть что мы делаем? 1, 2, 3, 4, 5. В эту же воздушную ввожу крючок, соединительная. Далее 1, 2. Ввожу крючок в вершинку, 2 нити захватываем, столбик без накида. Далее 1, 2, 3. Работу разворачиваем,
ввожу крючок в вершинку, соединительная. И далее под арочку, напоминаю, также провязываем 8 столбиков с одним накидом и пико. Первый столбик я провязываю. Далее выполняйте самостоятельно. Находимся мы с вами на изнаночной стороне. Это очень хорошо видно по нашим бусинкам. Мы с вами выполнили 8 столбиков с пико и продолжаем работу. Накид, я ввожу крючок в вершинку, столбик с накидом, далее воздушная, и будем выполнять обратный столбик с нашей бусинкой. Одеваем бусинку, все точно так же, как выполняли ранее. Я ввожу крючок в вершинку столбика, захватываю нить, вытягиваю и протягиваю через бусинку. Аккуратненько подтягиваю и провязываю столбик без накида. Напоминаю, обратный столбик без накида. Наш второй раппорт в высоту готов, да, вот видите. И опять мы с вами начинаем выполнять все то же самое, как и ранее. То есть 1, 2, 3, 4 воздушные, работу разворачиваем. И давайте я начну выполнение, вы далее продолжите самостоятельно. Одеваю бусинку на крючок, ввожу крючок в вершинку, столбик без накида с бусинкой, далее опять воздушная и так далее. Так мы с вами выполняем нашу тесьму на необходимую нам длину. Мы с вами выполнили нашу тесьму на необходимую нам длину. Давайте изнаночку посмотрим. Вот хорошо видно, да, что наши бусинки все ввязаны и смотрят на лицевую сторону. И завершаем выполнение нашей тесьмы. Я просто выполнила воздушную и обрезала ниточку. Обращаю ваше внимание, если вам нужно подшить застежечку, то есть вы это делаете в качестве украшения, да, то ниточку можно оставить побольше. И посмотрим, какие варианты в цветовой гамме могут быть. И еще раз поближе посмотрим нашу тесьму. И давайте посмотрим. Вот в другом цвете я сделала, использовала 2 цвета бусинок. Я всегда говорю, что вязание процесс творческий, поэтому можете использовать разные бусинки, разную пряжу. Причем это может быть не обязательно, да, хлопок, как в моем случае 100% мерсеризованный. И вот у вас получится прекраснейшая тесьма, нежная, красивая, достаточно быстро. Ну, я бы сказала, просто. Огромное спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, пишите в комментарии. Это помогает распространяться моему видео. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!